Привет, ребята! Сегодня речь пойдет о незаменимом столярном инструменте, а именно о столярном стружке. До сегодняшнего дня я пользовался китайской копией знаменитого стружка марки Стэнли. Инструмент был негодным для работы, и мне пришлось его доводить до рабочего состояния. Ссылка на видео об этом стружке в правом верхнем углу вашего экрана. Пользуюсь стружком я не часто, но иногда в работе возникают моменты, где без этого нехитрого инструмента просто не обойтись. Эта модель стружка имеет свои недостатки. Чугунная колодка тяжела и не очень эргономична. Сталь-железка не очень хорошо держит заточку. Зато в преимуществах удобная регулировка вылета железка с помощью двух юстировочных винтов. Прожил этот стружок около 2 лет. В настоящее время пользоваться им я не могу, так как у него сорвана резьба фиксирующего винта. Я мог бы, конечно, заморочиться и с помощью плашки нарезать новую резьбу, но делать этого я не стал, потому что решил приобрести новый инструмент. Давно уже о нем мечтаю. На дорогой инструмент раскошелиться я не решился и купил на Озоне китайский стружок, но уже более высокого качества. В последнее время китайцы научились изготавливать вполне приличный столярный инструмент. Знакомьтесь, кто еще не знаком. Стружок марки Любан. Продавец очень хорошо упаковал инструмент для продажи. Качество упаковки вы видели своими глазами. И в самой коробке стружок находится в дополнительной защитной упаковке, поэтому за его сохранность при транспортировке беспокоиться не придется. Стружок имеет прямую колодку, выполненную из бронзы. У производителя есть еще модель с остальной колодкой черного цвета. Она стоит немного дешевле, но я ее в продаже не нашел. Ручки инструмента выполнены из ценных пород древесины. Из каких именно не скажу, ибо сам не ведаю. Фиксация железка осуществляется 2 винтами. Регулировка вылета железка делается вручную с помощью молоточка. Сама железка значительно толще, чем на моем старом стружке. Сталь более качественная. Заводская заточка, точнее фрезеровка режущей кромки, выполнена хорошо, но лезвие на ощупь не острое совсем. В любом случае железку я буду затачивать. Угол заводской заточки 26 градусов. Однако хватит болтать. Нужно показать новый инструмент в работе. Попробую построгать на заводской заточке мягкую и твердую древесину. Если тупое лезвие справится с работой, то и заточенное будет меня только радовать. Сделал минимальный вылет железка для начала и установил в тиски сосновую доску. Пошла первая стружка. По сосне усилий вообще не ощущаю. Строгается как по маслу. Даже не верится, что работаю незаточенным лезвием.
Стружок отлично сидит в руках, не елозит, не вырывается. Балансировка прекрасная. Стружка выходит тонкая и ровная. Я в полном восторге. Стружки с прямой колодкой хороши для обработки выпуклых поверхностей. Для вогнутых поверхностей существуют стружки с выпуклой колодкой. Такого стружка у меня пока нет, но я обязательно его приобрету. Теперь нужно построгать твердую древесину. Взял дощечку из дуба. Посмотрим, как справится с ней мой новый помощник. Лезвие идет по материалу с небольшим усилием. Сказывается отсутствие заточки. Но все равно строгает. Подводя итог вышесказанного, хочу отметить, что в моих руках оказался очень приличный по качеству столярный инструмент. Я могу смело рекомендовать начинающим столярам покупку стружков этого производителя. Спасибо вам за внимание к моему каналу. Всего доброго и до новых встреч!